Друзья мои, всем доброго времени суток. Я вас всех приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы рассмотрим ситуацию, произошедшую буквально недавно. Это нападение льва на владельца парка Тайган Олега Зубкова. 22 июня в крымском парке львов Тайган произошел шокирующий инцидент. Один из хищников напал на владельца парка Олега Зубкова. Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы, включая повреждение шейных мышц и грудной клетки. Сегодня мы с вами обсудим, как владельцу Тайгана удалось прийти в себя за такой короткий срок, ведь 3 июля он уже давал интервью. Характер травм, о которых оговаривалось СМИ, не позволили бы ему так быстро встать на ноги. В связи с чем возникают интересные вопросы от подписчиков. А было ли вообще нападение льва? Ведь нам не показали ни одного заблюренного фото с ранениями. Если нападение было ли оно подстроено и организовано кем-то, кого Зубков знает и кому доверяет? Лев, который напал на Зубкова, тот ли самый лев, что в прошлом году растерзал сотрудницу парка Тайган Леокадию Перевалову? Является ли этот случай с нападением льва на Зубкова кармой, наказанием для Зубкова за смерть своей сотрудницы, которую все любили? Если не понимаете, о чем речь, посмотрите, пожалуйста, мой расклад на Леокадию Перевалову, и там я говорю о том, что Зубков тоже причастен к тому, что случилось с Леокадией. Именно поэтому я говорю сейчас про карму, друзья. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю вам разобраться в запутанных ситуациях в жизни и найти ключ к решению ваших проблем. Чтобы заказать у меня личный расклад или обряд, пишите мне в личку, которая указана под любым видеораскладом. А если вы давно хотите освоить такой инструмент, как карты Таро, стать опытным тарологом, запись к которому расписана на многие месяцы вперед, потому что к вам мечтают попасть, я подготовила для вас кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Олег Зубков владеет парком Тайган с 2006 года, является его основателем. Он приобрел заброшенную военную часть в Белгородском районе Крыма и к 2012 году превратил ее в сафари. Сам Зубков совсем не боится львов, и, как мы можем заметить по многочисленным видеороликам из интернета, он разгоняет хищников тапком, как нашкодивших домашних котов. Как считает Зубков, львы совсем безобидны, если их, естественно, не провоцировать. Однако в 2024 году, в октябре месяце, в Тайгане разыгралась ужасная трагедия. На сотрудницу парка Леокадию Перевалову напал хищник. Женщина не выжила. Расклад на это нашумевшее дело есть у меня на канале, друзья мои, посмотрите. Через 7 месяцев нападению подвергся сам Зубков. И вот здесь в разных источниках информации либо это тот же самый лев, что напал на Леокадию, либо, как говорят, это просто молодой лев, которого толком не кормили, и поэтому он напал на Олега. А как оно было на самом деле? Было ли само нападение? Было ли оно подстроенным нападением, друзья мои? Ведь в интернете мы видим лишь человека, которого тащат по траве в позе эмбриона. Больше ничего нам не показали. Характер ранения нам не показали. Зубкову в больнице, как я понимаю, нам тоже не показали. Если у кого-то есть такие кадры, пожалуйста, напишите в комментариях. И если нападение все-таки имело место быть, как я уже говорю, является ли оно несчастным случаем или кто-то специально натравил льва на Зубкова? Ведь сам Тайган
Крым – это лакомый кусочек для тех, кто, возможно, хочет убрать Зубкова с дороги и завладеть его бизнесом. Что это на самом деле было? Злой рок – это карма за смерть Леокадии или спланированное театрализованное представление? Прямо сейчас узнаем, друзья. Сегодня с нами карты Таро Светлого Провидца. Здравствуйте, карты. И первый вопрос звучит таким образом. Как я уже говорила, 3 июля Олег Зубков дал первое интервью в СМИ, где сказал, что чувствует себя хорошо. В официальных источниках нам говорили о серьезных ранениях, которые получил Зубков в ходе нападения на него льва. Давайте узнаем, как себя сейчас на самом деле чувствует Олег Зубков в состоянии его здоровья. Как себя на самом деле сейчас чувствует владелец парка Тайган Олег Зубков. Хорошо, на коне, да, император, и я готов дальше рулить, я готов дальше править, что мне делать, давайте говорите, вернее, я буду говорить, кому что делать, да. А тут я самый главный, тут я самый первый, и я не расстраиваюсь из-за того, что случилось. В принципе, возможно, это было даже ожидаемо для меня, это был какой-то урок для меня, да. То есть само здоровье, состояние его здоровья, он в отличной форме и чувствует, что он на коне, хорошо себя чувствует. Чувствует, что его обошла смерть стороной, да, если нападение действительно было. Что у нас на дне колоды? На дне колоды паш пентаклей. Паш – это новое начало, пентакли – это новые ресурсы. Меня будто вдохнули новую жизнь, то есть я чувствую себя прекрасно. Но здесь в области грудины что-то еще болит, да, может болеть, но тем не менее человек чувствует себя хорошо, друзья мои. Беспокоиться за его здоровье не нужно. Чуть позже мы зададим вопрос о том, было ли вообще нападение и было ли оно случайным или подстроенным. А пока давайте узнаем, что происходит в коллективе Зубкова. Если у него недоброжелатели, враги, которые хотят убрать его из парка Тайган. Есть ли у Зубкова враги? Давайте сначала уточним. И что происходит в коллективе? Есть ли у Олега Зубкова, владельца парка Тайган, враги, недоброжелатели, завистники, которые хотят убрать его из парка Тайган и, соответственно, возможно, убрать даже его из жизни, да? Карта сама выпала. Карта Луна. Луна – это карта всего тайного, тайных заговоров, того, что творится за спиной у другого человека. Поэтому враги, несомненно, есть, да? Но у него пока есть некий ресурс, который не дает этим врагам пробраться к нему до конца и убрать его, смести его с того места насиженного, где он сейчас, соответственно, сидит, да, в парке Тайган. То есть, да, враги, конечно, есть. А Луна – это карта нехорошая. Луна – это здесь именно Луна – карта того, что его скоро потопит. Он может пойти ко дну, да, я не утверждаю, но он может пойти ко дну, как вот эта девушка. И враги его могут потопить. Отношения Олега Зубкова со своим коллективом в парке Тайган. Что вообще происходит сейчас в парке? Двойка мечей. Он не видит каких-то очевидных вещей. То, что за его спиной, как я уже сказала, какие-то сплетни, пересуды. И не просто сплетни, пересуды, а что-то готовится. Что-то готовится или что-то уже было, но он просто этого не заметил. Да? Опять-таки про то же самое нападение, если говорить. Двойка мечей – это я пытаюсь совладать со своим разумом и чувствами. Кто-то мне очень нравится, но я не могу ему полностью доверять. Однако мне приходится, потому что это там, допустим, моя правая рука, да, или, допустим, люди, которым я давно доверяю, с которыми я давно работаю. Что-то происходит, чего он не понимает. Что происходит еще в коллективе у Олега Зубкова, с коллективом со своим? Как вообще ладятся дела? Колесо фортуны. Колесо фортуны приносит удачу, приносят деньги. Системные люди. Колесо фортуны практически во всех колодах Таро – это система. Я подчиняюсь системе, или люди подчиняются системе, или людям приходится подчиняться мне, то есть им приходится мне подчиняться, но тем не менее они за моей спиной что-то говорят, шушукаются, да? То есть здесь нет какой-то любви, здесь нет какой-то доброжелательности. Здесь все по четко установленному графику, по правилам определенным, да, и людям просто приходится подчиняться Зубкову. Я не вижу здесь какой-то любви, какой-то отдачи. Королева Пентаклей есть какая-то, да, статусная женщина, женщина на коне, которая там себя в парке чувствует верхушкой общества, скажем так, да, в этом парке, по крайней мере, среди коллектива. И королева Пентаклей задают там ритм жизни, темп. Вот слушайте все меня, не Зубков тут главное, а я главное. Естественно, она говорит это не при Зубкове, а говорит это за его спиной. Какая-то королева Пентаклей, и с этой королевой Пентаклей у него больше всего дел. Вот, кстати, про Алексагину Татьяну у меня очень многие спрашивали, это его правая рука, вполне возможно, речь как раз-таки о ней, да. Какие отношения у Алексагиной, Татьяны и у Олега Зубкова на самом деле? Очень много вопросов было на эту тему. Какие отношения у Татьяны Алексагиной, правой руки Олега Зубкова, и у Олега Зубкова на самом деле? Какие отношения? Десятка жезлов, тяжелые, натянутые. Вполне возможно, тяжело сейчас идет сам бизнес, или кто-то собрался уходить, либо она собиралась уходить, да, он
подожди, постой, возвращал ее, возможно, несколько раз. Возможно, что-то ее не устраивало, да, потому что королева Пентаклей у нас здесь дама такая видная. И я хочу, если я захочу, значит, так оно и будет, да. И здесь тяжелые отношения в каком плане могут быть? Может быть, она говорила, что нужно что-то сделать вот таким образом, а он с ней не соглашался, да. Тяжелые натянутые отношения и, возможно, очень много споров, каких-то пересудов по поводу какого-то переезда, отъезда какого-то, да, смещения кого-то с места на место. Вот здесь вот очень много вот этих споров, очень много шушуканий за его спиной, именно Алексагиной с кем-то, и очень много споров и пересудов именно самого Зубкова с Алексагиной. Какие отношения на самом деле у Олега Зубкова и Татьяны Алексагиной? Королева жезлов. Но здесь королева жезлов правит балом, я же говорю, да, снова выходит женская фигура. Я не вижу здесь самого Зубкова в отношениях и с коллективом, как с коллективом, так и с Татьяной Алексагиной. Такое ощущение, что Зубков, извините меня за выражение, только одно название, да, то есть он является владельцем, на самом деле, по факту владельцем является женщина, потому что вот все у нее буквально на ладони. Какие еще отношения у Алексагиной и Олега Зубкова? Десятка мечей. Здесь кто-то с кем-то хочет расстаться, кто-то с кем-то хочет попрощаться, потому что ему тяжело с этим человеком сотрудничать в дальнейшем будет. Или сейчас тяжело, или он думает об этом уходе, скорее всего, женщина думает об уходе, или женщина думает о том, что Олегу уже пора уходить, да, вот здесь о каком-то уходе, о чьем-то уходе, и кто-то вполне возможно, что скоро уйдет, друзья мои, да. Здесь нет какой-то любви, я имею в виду сердечности в паре, да, что я твой друг, я тебе всегда помогу, я тебя всегда поддержу. Нет, здесь есть система в коллективе, здесь есть какие-то пересуды, споры и сплетни за его спиной, за спиной Олега Зубкова, есть какие-то враги, которые желают ему чуть ли не смерти, если не смерти, друзья мои. И здесь есть какая-то женщина, которая статусная, и у которой все на ладони, или все на ладони, да, в этом парке. Она уверена в себе абсолютно на 100%. И две десятки. Десятка – это переход в новое в второй системе. И когда ты переходишь в новое, ты получаешь карты двора, да. И я хочу перейти во что-то новое, чтобы больше с этим не связываться. И либо женщина хочет уйти, либо женщина понимает, что мужчина скоро уйдет. Здесь вот об этом речь. Но никакой дружбы, поддержки, доверительных каких-то отношений я здесь не вижу. Как бы ни рассказывали в СМИ, что бы ни говорили в интернете, друзья мои, нет. Я все-таки склонна доверять картам. Очень много информации про льва, на третий вопрос, о том, который напал на Олега Зубкова. Очень многие пишут, что это тот же самый лев, который растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову. Очень многие пишут также, что это лев молодой, ему всего 3 месяца от роду, его не кормили, он слишком худой, именно поэтому он напал на Олега Зубкова во время кормежки, я так понимаю. Так, давайте зададим вопрос все-таки, да? Лев, который напал на Олега Зубкова 22 июня 2025 года. Это тот же самый лев, что напал на Леокадию Перевалову? Или нет? Или же это другой лев? А туз Пентаклей – это тот же самый лев. Туз Пентаклей говорит о шансе, тот, кому дали шанс, тот, кого не убили или тот, кого не убрали, да? Того льва, если даже говорят, я не знаю, что случилось с тем львом, напишите мне в комментариях, пожалуйста, но это тот же самый лев. Я не вижу, что это какой-то молодой лев, я вижу, что это лев опытный, проживший жизнь, скажем так, да, точно здесь ему не 3 месяца, по крайней мере, нам говорят, да, что ему может быть 3 месяца, он молодой лев, нет, на самом деле туз Пентаклей у меня и до этого я делала расклад, вот до этого расклада тот же самый вопрос задавала, у меня тоже выходил туз Пентаклей, только на другой колоде, представляете? Туз Пентаклей – это тот, кому дали шанс. Тот, кому дали шанс остаться. И он снова напал. Возможно, это просто замалчивают, потому что будет просто шумиха, да? Либо действительно об этом пишут, тоже напишите мне в комментарии, потому что очень много разной информации. Действительно ли было нападение на Олега Зубкова 22 июня, карта падает, 22 июня 2025 года? Нападение льва на Олега Зубкова 22 июня 2025 года. Карты прям сами падают. Действительно ли было нападение на Олега Зубкова 22 июня, какая-то женщина здесь, 2025 года? Действительно ли было? Друзья мои, если вам интересна эта тема, которую мы с вами сейчас разбираем, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и напишите свой комментарий под видео, возможно, свой комментарий с вопросом. Это помогает YouTube продвигать мои видео, а мне делать для вас больше подобного контента. Для вас это всего 1 клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам заранее. Итак, действительно ли было нападение на Олега Зубкова? Нападение было, серьезных травм и ранений я здесь не вижу, о которых говорили в СМИ. Королева мечей, женщина здесь, женщина властная, женщина жесткая, и женщина здесь выходит всегда в этом раскладе. Я задавала этот вопрос как минимум 5 раз до того, как сделала этот расклад. Женщины выходят в разных образах. Королева мечей, королева пентаклей, королева жезлов. Но тем не менее это одна и та же женщина. Что у нас на дне колоды? На дне колоды 9 мечей, какие-то страхи, сомнения. Рыцарь чаш – это мужчина, на которого напали. Рыцарь чаш – мужчина эмпат, либо
мужчина чувствовал, что на него могут напасть, либо мужчина ожидал этого нападения. Рыцарь чаш – это то, что ожидаемо, то, что я чувствую. Мужчина, который чувствует. Двойка чаш – договоренность с кем-то. Договорились, то есть это спланировано было, да, кто-то с кем-то договорился. Мужчина чувствовал, что что-то произойдет. Девятка мечей заранее боялся, либо мужчине снились плохие сны. Мужчина, на которого напали, соответственно, Олег Зубков. Четверка пентаклей из-за жадности, из-за того, что не хочу что-то отдавать или с кем-то делиться. Королева мечей, думающая женщина, очень умная, очень властная. Женщина, у которой всегда есть что сказать. Королева мечей, женщина воздушного знака зодиака, либо не обязательно приравниваться к знаку зодиака, здесь просто женщина, у которой всегда есть план. И она вынашивала этот план очень давно. Звезда – это тот, кто помог свыше. Это не помощь богов, это помощь того, кто опекает эту женщину, либо кто за ней стоит. Восьмерка пентаклей – это четко слаженная работа. Обязательно в определенное время года, либо в определенный лунный цикл. Обратите внимание, что здесь пентакли похожи на луну, убывающую, растущую, полнолуние, новолуние. Здесь определенный день или даже определенный ритуал, если люди занимаются черной магией. И тогда здесь звезда и восьмерка пентаклей будет похоже на то, что это вызов кого-то сверху, да? Королева мечей здесь давно это задумала. Некая королева мечей из-за жадности, не хочу ничего отдавать вот тебе, рыцарь чаш. Рыцарь чаш – это Олег Зубков. А мы видели, что у Олега Зубкова есть враги. Выходила карта Луна, а Луна – это женская энергия, друзья мои. Всегда. Солнце – это созидание, мужская энергия, Луна – это деструктив, женская энергия. Двойка чаш – договоренность с кем-то. Королева мечей действовала не одна. Зубкову снились какие-то плохие сны, или он что-то чувствовал, какая-то тревога была. Следующим вопросом было, случайно ли это нападение или специально подстроено. Давайте все-таки уточним этот вопрос, да, будет много вопросов в комментариях задаваться из-за этого. Давайте все-таки этот вопрос зададим. Было ли нападение льва на Олега Зубкова случайным или специально кто-то натравил этого льва на него? И кто, узнаем, да? Было ли нападение льва на Олега Зубкова 22 июня 2025 года несчастным случаем, случайным? Выпадает карта младшего аркана. Шестерка жезлов – это показное выступление. Нужно было обязательно всем показать. Но это не говорит о том, что это несчастный случай. Нужно было показать всем, и чтобы много кто увидел. И чтобы кто-то остался победителем, кто-то был на коне. Вот хвалите меня все, я такой молодец или я такая молодец, да? Что там, допустим, спас или спасла Олега Зубкова. Хорошо. Было ли нападение на Олега Зубкова 22 июня 2025 года специально? Кто-то натравил специально льва на Олега Зубкова. Кто натравил? Мужчина. Я же говорю, кто-то в связке. Мужчина и женщина. Мужчина натравил, а мужчина, возможно, где-то рядом был. Да? Вот мужчина, который захотел остаться победителем, захотел остаться замеченным. Обратите внимание, что сзади у мужчины лев. Мужчина, который знает, как обращаться со львом. Мужчина, который не боится или знает, как обращаться со львом. Либо женщина с мужской энергией, как мужчина, как мужик себя ведет. Да, про таких женщин говорят, король жезлов. Обратите внимание, что там у нас выходила королева жезлов, а это вышел король жезлов. Король жезлов – высокий, худой мужчина, который тоже работает со львами, либо знает, как с ними обращаться. И он в связке с этой женщиной каким-то образом. Да? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Здесь в любом случае как минимум двое замешаны. Как минимум. Третьи лица. Давайте узнаем, кто они. Имена мы пока называть не будем. Интрига. Кто эти третьи лица, которые натравили? А это очевидно. Если мы задаем вопрос, убили ли, натравили ли, что-то сделали ли, и выходит карта двора, значит, это сделал человек. Просто так лев один не смог справиться. Король жезлов, и сзади стоит лев. Лев стоит позади человека, не впереди человека, поэтому человек в любом случае натравил этого льва. Да? Кто эти третьи лица? Кто эти люди, которые натравили льва на Олега Зубкова? Кто эти люди? Десятка жезлов. Тяжелые, собирающиеся уходить, всю им в тягость. Очень тяжело, очень плохо работается с Олегом Зубковым или не понимают друг друга, вот никак не могут состыковаться, понять, никак не приходят к общему знаменателю. Десятка жезлов хотят что-то поменять уже из-за того, что им очень тяжело. Кто эти люди? Кто эти третьи лица, которые натравили на Олега Зубкова льва 22 июня 2025 года? Но они мелкие пешки, понимаете? Они не какие-то там императоры, императрицы, это кто-то мелкий. Это враги. Это враги его, которые находятся с ним рядом, да, которые хотят его потопить, чтобы он пошел ко дну. Карта Луна уже выходила. Луна – это женская энергия, и в основном здесь правит женщина. Женщина главная, но не самая главная. Она тоже пешка, она тоже под кем-то, понимаете, да? Что у нас на дне колоды, кто эти люди? Девятка чаш. Хочу получить больше, мне нужно больше, свое не хочу никому отдавать. Вот такое ощущение, что здесь жадность еще играет какую-то роль, да? Жадность, денежки, да, денежки, власть, статус.
опять-таки, да, место под солнцем. Место под солнцем. Девятка чаши здесь карта называется, да, именно в этой колоде. Если среди тех, кто подстроил нападение Льва 22 июня 2025 года на Олега Зубкова, знакомые Зубкова или просто люди, которым он доверяет. Конечно, карта Солнца. Я вообще к тебе всей душой. Я открыт. Делай со мной, что хочешь. Я доверяю тебе полностью. Ты мое счастье, ты мое солнце. Ты мне приносишь свет и радость. Мы с тобой одной крови, ты и я, да, как в Маугли хочется сказать. Да, конечно, это старший аркан, стопроцентно. Да, это люди, которым Зубков доверяет. Рыцарь мечей – люди, которые хотят сбежать. Рыцарь мечей не обязательно мужчина, да, это просто люди, коллектив, несколько человек, один человек. Мы выяснили, что это как минимум двое людей, которые хотят сбежать. И тем не менее преподносят ему какие-то вести, какие-то весточки они ему преподносят, в то же время хотят от него сбежать. Это интересно, как получается. Друзья, чтобы узнать, кто именно замешан в нападении на Зубкова, поименно, переходите в мой телеграм-канал, где вы узнаете ответы на эти вопросы, потому что здесь нежелательно публиковать такую информацию на YouTube. Переходите в мой телеграм-канал по ссылке, и там я опубликую ответы на данные вопросы и на ваши вопросы, которые вы будете задавать по этой теме. Нападение Льва на Зубкова – это возмездие, это карма за смерть Леокадии. Потому что если вы посмотрите мой расклад на Леокадию Перевалову, который случился в прошлом году, да, шокирующий тоже не инцидент, я назову его ужасная трагедия. И если вы посмотрите этот расклад, то вы поймете, что Зубков там тоже замешан. Нападение Льва на Зубкова – это возмездие, это карма за смерть Леокадии, да или нет? Один ответ просто. Это возмездие, это карма за смерть Леокадии? Да. Карта смерти прям выходит, да? И та же самая карта мне выходила на колоде, на которой я смотрела. Колода черного таро. На нескольких колодах даже. Последняя была черное таро. И там тоже выходила карта смерти. Смерть перерождений. Это возмездие за то, что случилось с Леокадией. Понимаете? Как долго Зубков будет продолжать управлять парком Тайган? Как долго? Карта Солнца. Карта Солнца – день солнцестояния. Ближайший день солнцестояния. Какой у нас? День зимнего солнцестояния. Что-то связанное с Солнцем. Как долго Зубков будет продолжать управлять Тайганом? 5 месяцев максимум до зимнего солнцестояния. Как раз у нас. Что у нас сейчас? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, 5 там с небольшим, да? 5 жезлов. Кто-то возвысится над ним, кто-то будет выше. Солнце, день зимнего солнцестояния, 5 жезлов, 5 месяцев. Давайте посмотрим, что будет через 5 месяцев. У него заберут Тайган, у Зубкова, или с ним что-то случится? Давайте посмотрим. Мужчина. Какой-то мужчина. Какой-то мужчина, а вот я говорю, женщина – это пешка. Женщина и мужчина, вот эти два, худой и высокий мужчина и женщина, они пешки, кого знает хорошо Олег Зубков. А вот этот император, это кто-то, кого Зубков тоже знает, но кто чем-то владеет уже. У него есть какие-то владения, серьезные владения. И он хочет еще больше, он хочет забрать вот то, что сейчас причитается Зубкову. Тут про то, что могут забрать. А с Зубковым что-то случится, с Олегом Зубковым что-то случится. Друзья мои, будущее много вариативно. Поэтому карта маг. Карта маг. Кто-то, не то чтобы с ним что-то случится, а кто-то заберет, как я забираю свое. Я хочу эту землю. Почему-то кому-то нужна эта земля. Именно земля, не парк. Не парк, не деньги, земля. Там земля какая-то необычная. И карта маг показывает, что там можно проводить какие-то ритуалы, мессы. То есть это что-то темное, что-то нехорошее. Там нехорошая земля. И она нужна. Помните, смотрели, нет, не знаю, или читали ли, у Стивена Кинга есть «Кладбище домашних животных», там говорилось про земли Микмая, там земля кислая. И вот здесь то же самое, земля кислая, а там как будто бы много трупов. Что на дне колоды? Двойка пентаклей. Ну, пока это все на стопе, да, пока это все потихоньку, по чуть-чуть идет, тормозится, балансирует этот человек, он ждет удобного момента, чтобы забрать у него парк. Не могу сказать, что здесь что-то прям случится с Зубковым, но здесь будут какие-то пересуды по поводу парка. А что будет с животными, если парк перейдет в чужие руки? Я говорю, если, друзья мои, потому что будущее, еще раз повторюсь, много вариативно. Все может поменяться, мысли у человека в голове меняются, и человек уже не хочет этот парк, да, уже не хочет эту землю. Что будет с животными с парка Тайган, если парк Тайган перейдет в чужие руки? Что будет с животными? Что будет с животными? Паш мечей, свобода воли, распустят куда-то, да, то есть здесь не про убийство говорится, а вот как распускаю тебя куда-то, вот отдаю тебя куда-то в свободные руки. Паш мечей, чтобы вы начали все заново. Но Паш мечей еще может говорить, да, мечи, потому что о убийствах тех, кто не нужен, кто болен, кто не нужен. Я про животных сейчас говорю. Но это если, опять-таки, если парк перейдет.
чужие руки. Туз мечей, да, туз мечей, паш мечей. Это твердое решение, принято твердое решение распустить там животных, куда-то отдать их, да, а кого-то, особенно больных животных, возможно, убить. Если у события, случившегося с Зубковым 22 июня 2025 года, более глобальный смысл, я поясню. В последнее время в информационном поле, в частности с конца прошлого года, очень много информации о львах. Лев напал на того-то, да? Лев убил того-то. Очень много львов везде, на фотографии Путина лев, причем английский лев, да, вот, который изображается на Великобритании, английской монархии. Затем лев вот Зубковым сейчас, да, то, что произошло. Даже Папа Римский новый назвался львом. Вопрос. Просто вопрос, да или нет. Если у события, случившееся с Зубковым 22 июня 2025 года, более глобальный смысл, связанный со львами, с мироустройством, с глобалистами, возможно, да? Или это как-то внутри коллектива. Тройка чаш, объединение чего-то. Вроде бы и внутри коллектива, а вроде бы как и задел на будущее, как будущая декларация чего-то, да, потому что тройка чаш, и здесь девушки смотрят на звезды, на небо звездное, и как просят у звезд, может быть, загадывают желание, да, это вроде бы внутри коллектива происходит, само то, что вот сейчас произошло 22 июня 2025 года с Зубковым, но это вроде бы и как декларация на будущее, здесь тройка чаш, задел на будущее, да, как идея, как задел на будущее, декларация чего. Если вы хотите узнать, чего именно, задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях, и мы разберем с вами обязательно этот вопрос в телеграм-канале. Друзья, в этот раз мы, используя карты Таро, постарались пролить свет на дело, получившее общественный резонанс, где узнали, что даже у таких акул бизнеса, как Олег Зубков, есть свои недоброжелатели, которые могут убрать его с насиженного места. У меня еще остался ряд вопросов по этой теме. Как вы понимаете, переходите в мой телеграм-канал, чтобы получить ответы на них. Также в моем телеграм-канале есть живое общение со мной и моими подписчиками. Карта дня, актуальные вопросы о том, что происходит в мире и ответы на них. И сам видеорасклады, которые вы сможете посмотреть полностью, если у вас не работает YouTube. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал и пишите комментарии под видео. А с вами была я, Сабина, и канал Энергия Таро. До скорых встреч!